Здравствуйте, приветствую вас. И в начале этого ролика я бы хотел сделать небольшое отступление, объявить о сборе. Сбор заключается в том, что вы делаете небольшой по возможности взнос в любой детский дом, который находится от вас недалеко. Или же, если детский дом далеко, вы делаете пожертвование любое, то, сколько вы можете, в любой детский фонд. Пишите мне об этом в комментарии. И когда набирается точно 100 подобных комментариев, попрошу быть честными, я буду считать, что сбор на солнечные очки окончен, потому что, я так не только аудиторию потеряю, я так и зрение потеряю. Потому что метр от меня вот эта вот фара прямо в глаза светит. И вчера пересматривал свой ролик. То как будто я вначале или обкуренный, или пьяный, потом нормальный, потом опять вот такие, это глаза устают, сидеть. Это в начале, если разговора, то есть в начале, если я еще, когда только сюда сел и встретился с собеседником, это еще нормально. Но когда я тут посидел какой-то период времени, глаза устают, я моргаю как бешеный, сушит это все. Поэтому я решил приобрести солнечные очки, хорошие. Не только солнечные, но чтоб со зрением. У меня зрение на одном из глазу посажено. Стружка туда залетела. И единственная просьба: будьте честны. Не пишите просто так, что сделали пожертвование. Как только наберется 100 таких комментариев, я буду следить за этим. Я буду считать, что сбор окончен, и мы приобретаем с вами очки. Большое вам всем спасибо. Ну и приятного просмотра. Здрасте. Привет. Вы с Украины? Да. О чем беседуете? А вы? Чаще всего о конфликте. А так как пойдет? Вы из какой страны? Германия. У Украины с Германией нет конфликта. Но возможно будет. Будут судебные тяжбы, возможно. Из-за Северного потока, который вы нам подорвали. Это не мы. Наше следствие считает по-другому. Ты врешь. Как это я вру? По всем новостям, значит, по телевизору. Как все русские. Ты врешь, как все русские. Вот. А вы знаете что-нибудь? Вы слышали, что немцы подавали следствие по этому делу, подавало запрос о выдаче человека, подозреваемого. И то, что он был с Польши вывезен на украинских посольских номерах на машине. И в выдаче было отказано. Первый раз слышу. А вы посмотрите, наберите в Google. Я не вру, серьезно говорю. Мне незачем врать. Зачем я буду врать? Это же ты мне что-то рассказываешь. Набери в Гугле и покажи мне. Так я это по телевизору смотрел, по ЦДФ, обсуждение. Блин, ты знаешь, что я вчера по телевизору видел? Что? Что А можно мне такую бредятину посмотреть? Где можно такую бредятину? Третьего мальчика изнасиловал. Отец этого мальчика жаловался по телевизору. Представляешь? Канал не могли бы назвать или программу? Deutsche Welle. Deutsche Welle на немецком, на русском? На немецком. А на русском вы, значит, не смотрите? Смотрите на немецком? Что-то, я русский вообще не знаю. Я же украинец. Я и вижу. Не, я про Северный поток вполне серьезно. Ладно. Не хотите о нем говорить, может, о чем другом поговорим? Да что ты сидишь, балаболишь, я буду слушать, что ли? Я в это видео сделаю вставки с ЦДФ, вырежу. Сделай. Запросы все эти. Anschlag auf die Nord Stream Gaspipelines vor 2 Jahren hält Ermittler und Politik weiter in Atem. Inzwischen gibt es einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer, der sich zuletzt in Polen aufgehalten haben soll und offenbar kurz vor seiner Festnahme das Land verlassen konnte. Es bleiben jede Menge Fragen.
Welche Rolle spielt Polen in dem Fall und welche Rolle spielt die Ukraine? Das Wall Street Journal berichtet, dass Präsident Zelensky den Anschlag auf die Ostsee-Pipelines zunächst genehmigt, später dann aber... Ну и как вам, господа с Украины? И если хотите продолжить дальше смотреть этот ролик, под моим роликом будет ссылка на это видео. Приятного вам просмотра. Вопросы есть какие? Как вам там живется вот в информационном вакууме? Мы не живем в информационном вакууме. Про Бандеру что-нибудь слышали? Вы утверждаете, что Бандера герой Украины, правда? И Да. ничего общего с нацистской и фашистской идеологией не имеет общего. Он ничего не имеет общего с ней. И сюда мы сделаем вставочку. А вы знаете, что у вас такой был посол иностранных дел в Германии от Украины? Андрей Мельник, по-моему, да? Был же такой? Да, был такой, Вот он да. у нас, будучи у нас, давал интервью журналисту. Да, разговаривали, беседу вели. И немножко уделили внимание Бандере. Так вот, на все тезисы, которые привел журналист, Андрей Мельник, его последняя фраза, это есть на ютубе, вы можете посмотреть, произносит такие слова: «Я не могу вам доказать обратного, что он не является фашистом. Но для меня этот человек герой». Сделаешь вставочку. Да. Вы замечательный собеседник. Чемодан, вокзал, Москва. Замечательный собеседник. И это все, на что они способны. Чемодан, вокзал, Москва. Меня, знаете, когда говорят это украинцы, это еще одно дело. Когда говорят подобные слова русские немцы, здесь живущие, или, допустим, коренной, да, немец, чемодан, вокзал, Россия, я им на подобное отвечаю: чемодан, вокзал, Киев. А они задаются потом: чё это? А чё это? А вот то это. О, здравствуйте. Давно я вас не видел. Я вас ни разу не видел. Дох, извиняюсь, на немецком. Мы с вами вели беседу. По-моему, Когда? даже ролик на ютубе есть у меня. Может быть, вы блогер, да? Да. Ну хорошо. И что? Я просто порадовался, что вновь вас увидел. Это где-то беседа у нас была в том году примерно, или 1,5 года назад. Зимой? Вроде бы да. Ну я вас первый раз вижу. Вы настаиваете, да? Ну, на всякий случай. Пусть будет так, пусть не суть. О чем беседуете? По-разному. У меня вот претензия, как у гражданина Германии к украинцам. Как вы Давайте, так... выслушай, давайте. Ну, Северный поток, мы вам, значит, так сказать, помощь, а вы нам подляну такую. Ага. Какую? Подорвали Северный поток. Зачем? Как зачем? Ну да, зачем? Зачем подорвали Северный поток? Да, зачем ее подорвали? Оборвать, понимаете, чтобы экономику как Германии, так и России подорвать. Ну, не так уж сильно российскую, а нашу сильно-то вы подорвали. Ну, значит, было за что. А за что? Ну, какой-то повод был, наверное. Ну, если у вас с русскими есть какие-то недопонимания, мягко так скажем, а немцы-то тут при чем? Не знаю, при чем тут немцы. Может, вы скажете, при чем тут немцы? А я вот тоже задаюсь вопросом. А зачем немцам Северный поток? Как это зачем? Ну, вот так, зачем? Ну, чтобы было нам тепло и хорошо. Ну, вам и до этого было нормально вроде. Нам до этого было очень даже нормально. Ну, все нормально, да. А кто взорвал хоть? Вот господа с Украины. Какие, господа? Вот, ну, по-вашему, паны.
Ну, паны, чумыны, какая разница? Кто? А вам по фамилии, что ли, рассказать? Да, можно узнать, кто там Следствие, был. наше следствие, это как, не, следствие идет. Я знаю точно то, что из беседы, когда у нас по телевизору это транслировали, что Германия сделала запрос к Польше о выдаче этого одного из граждан. Он был на то время в Польше. Польша Мгм. сделала отписку, что этот гражданин был вывезен машиной с посольскими номерами на территорию Украины. Обратились к Украине, там молчок, тишина. Мгм. То есть кто-то один, да, взорвал поток, Нет, получается? нет, их, по-моему, было 6, даже девушка, женщина была с ними. Женщина. Да. А фамилия не Безугла была у нее, случайно? А я не, Марьяна. вот я не знаю, какая у А нее мужчина не Арестович фамилия у него была? понял. Может, Буданов у нас еще есть, он хорошо плавает. Есть. Есть, Нет, да. если вы думаете, что я обманываю, у нас в Германии на полном Да серьезе... я не думаю, я знаю, что вы обманываете, но мне просто, весело, мне интересно послушать. А вы вот после нашей беседы загляните в Google, сделайте запрос. Обязательно, первым делом, Нет, только я вам серьезно говорю, вы сразу же. неприятно удивитесь, молодой человек. Я понял. А вас не смущает, что за неделю или две до этого происходящего там российский флот какие-то учения проводил? Нет? Ни разу? Не на Ну, танке там? тогда бы наше следствие, что-то обнаружив, предъявило бы это к России. Но делают это они к вам. Так, а что они предъявили Украине? Что они там, какой-то, Интерпол, запрос там? Вот, да, сделали запрос по выдаче вот этого подозреваемого. Ага. Было отказано. А кто отказал? Ну, кто отказал? Кто уполномочен? Кому делать? Короче, кто-то где-то что-то, но пока ничего не ясно. Да? Я не могу вам сказать ну, хорошо, к следующему собеседнику я подготовлюсь получше. Нет, а ради бога. Я буду называть вот эти не органы, как они Не называются. заморачивайтесь. Меняет ли так это нормально. суть дела? Меняет ли это суть дела? Нет, это и так нормально, сойдет. Это Просто так, конечно. На России и так схавает, оно нормально. А при чем здесь Россия? Да тут все ясно, блядь. Конечно, все ясно. Вам Германия помощь поставляет, а вы такую подляну нам кинули. Да. Да. А самое главное, что никто об этом у вас ничего не знает. Серьезно, а почему? А потому что вам об этом не говорят. Как не говорят? Ну, так не говорят, откуда я Но знаю. мы можем в интернете прочитать, например. Вот я это и прошу сделать. Сделайте это на немецком языке, чтобы выдала вам... Я не знаю немецкий. Ну, переведите запрос, сделайте фразу, потом через Google переводчик и все. Туда перевести и потом с немецкого перевести. Если вы, конечно, хотите узнать, правду ли я говорю или балаболю. Нет, я не сомневаюсь, что правда. Я думаю, что Арестович везде наследил. Дело не в Арестовиче. А приказал ему знаете кто? Кто? Байден. Это все, конечно, весело. А что нет? Что, не нравится? Очень даже. Мне кажется, звезды сходятся. Сходятся. Особенно, знаете, что я смеюсь? По-моему, вы уже ратифицировали, да, Римский статут? Что сделали? Ратифицировали. Не знаю, наверное, может быть, не знаю. Вроде да, уже да. Вот это веселее. А что это дает? Да, конечно, ничего это не дает. Не, Особенно в меня этом деле. интересует контекст меня интересует. Ратифицировали, значит что? Теперь мы можем вас, так сказать, Что вы на можете? скамью подсудимых. На скамью всех или кого? Кого? Да можно и всех. Не, всех у нас не получится. Так, те, Ладно. кто останутся. Ладно, вы определитесь и по Римскому статуту еще один запрос пришлите, мы еще раз откажем, хорошо? Хорошо. Как вы сейчас убедились, господа вообще никак не принимают эту информацию. Для них это фантастически. Но это на то и понятно, да, они как вот в мыльном пузыре сидят, и им подают то, что выгодно на тот момент или иной их власти. А забота о людях вообще не касается. То, что ведь это люди будут, так сказать, потом
нести ответственность финансовую, да? Финансовую. А рано или поздно, да, пока это до этого далеко, но рано или поздно. Большое спасибо за просмотр.